Привет всем, меня зовут Арсений Заянчковский или Арс Заян, можно просто Арс. Я синематик-режиссер и артист в компании All Cat Games. И знаете, тут такое дело. В декабре 2024 года у меня впервые за долгое время появилась возможность поиграть в накопившиеся игры. Я начал с The Callisto Protocol, потому что автором игры выступал Глен Скофилд, отец культовой Dead Space. Я прекрасно знал лор Dead Space благодаря разборам серии от stopgame.ru, хотя в игру лично не играл. Господи, обожаю эту серию выпусков, спасибо ребятам. От The Callisto Protocol я ожидал ужаса и давящей атмосферы sci-fi хоррора и всякой Лавкрафт нечисти. Мой любимый жанр, если что. Спасибо сэру Ридли Скотту за Чужого. И родителям, которые разрешали его смотреть в детстве. Да. Но я не получил нужной атмосферы и эмоций. Мне ничего не запомнилось после прохождения. Возник резонный вопрос. Почему тут хоррор не работает? Это же от автора великой Dead Space. Что пошло не так? И я решил лично разобраться в этой проблеме. Зашел поиграть в Dead Space Remake и позвал в гости профессионального левел-артиста. И вот что я понял. Две sci-fi игры, один и тот же прародитель, схожие механики, но Dead Space это не просто хоррор с отстрелом монстров. Это ювелирная режиссура боли, страха и страданий через визуальный язык. Так давайте разбираться. Важный дисклеймер. Это не анализ сюжета или разбор геймплейных механик. Я не левел-артист. Мы сфокусируемся на режиссуре и арт-дирекшене. Как работает свет, цвет, визуальное повествование в совокупности со звуком и музыкой. Но сегодня формат видеосек коротенький, поэтому мы больше сфокусируемся на визуале. Итак, что для меня является визуальным языком боли? Это когда тебя пугают не только монстры, но и окружение. Тесные коридоры, душное освещение и цветовая палитра, конструкция и силуэты, метафоричность окружения. Но как это работает в Dead Space? Спросите вы. Присмотритесь на станцию, когда мы видим ее впервые в начале игры. Оцените ее коридоры, помещения, конструкцию. Вы это видите? И я подскажу. Это не просто корабль, это скелет монстра из металла, который медленно умирает. Внутри него зараза в виде некроморфов и органических спор. Балки, как ребра, ты пробираешься вдоль позвоночника или через грудную клетку. Все сжатое и тесное. Ты игрок, инородное тело в этом мертвом биотехнологическом теле. И во всем прослеживаются религиозные мотивы в виде храмовой архитектуры, словно готические соборы. Создается ощущение, что Ишимура это еще и ритуальное пространство. Залы с высокими потолками и симметрией, много контрового света, он бьет сзади или сбоку, рисует жесткие силуэты и тени. Везде повторяющиеся паттерны. К слову о формах и паттернах. Все на Ишимуре ломано и вытянуто. Это про ощущение, что пространство искажено, сломано от боли, и оно враждебно к тебе. Визуальные элементы всегда под углом, много зазубренных поверхностей. Тут нет гладких стен, все будто разорвано, подобно плоти умирающего существа. Скажу как человек с образованием кораблестроителя-проектировщика, мне кажется, что подобные коридоры небезопасны. И знаете, это прекрасный пример грамотного арт-дирекшена. И у меня сразу возник вопрос. А откуда авторы черпали вдохновение? Мне кажется, каждый из нас сразу узнал вайбы Alien Ридли Скотта или Event Horizon Пола Андерсона. Этого не скрывал сам Глен Скофилд, создатель и исполнительный продюсер оригинального Dead Space. I watched horror, I watched science fiction and horror science fiction. I mean, that's for me is at the top there is Event Horizon, Alien, The Thing, the first, well, it's the second thing. That was John Carpenter's The Thing, was a big inspiration. Что ж, а я остановлюсь больше на визуальной эстетике Чужого. В Alien
События разворачиваются также на корабле под названием Nostromo. Дизайн самого корабля Nostromo и интерьеров разрабатывали Рон Копп и Крис Фосс, признанные художники в области sci-fi. Грязная индустриальная обжитая среда, агрессивная архитектура, жесткая светотень, ощущение тесноты и подавленности. Тут также прослеживается метафора корабля как некого биотехнологического монстра и даже храма. Nostromo, благодаря этим компонентам, поддержит тревожное настроение с первых минут. Господи, этот фильм в детстве меня пугал до усрачки еще до появления Чужого в кадре. Настолько жуткая атмосфера на Nostromo. Но вернемся к исходной точке нашего мини-видеоэссе и главному вопросу. Почему The Callisto Protocol не пугает? Итак, господа, с новым багажом знаний посмотрим на локации The Callisto Protocol. Вот коридор, вот тюрьма, а вот лаборатория. Честно, это легко спутать с любой другой sci-fi вселенной. Не чувствуется идентичности, все какое-то дженерик. Самое страшное слово для художника. Ну а чтобы как-то разбавить этот разбор и сделать его более объективным и экспертным, я вношу сюжетный поворот. Сегодня у нас в гостях моя коллега, талантливая левел-артист, работа которой я каждый день впечатляюсь, когда забегаю там на локации. Это Ольга Сорокина. Передаю эстафету ей. Привет! Я Оля, левел-артист. У меня 10 лет продакшена за спиной. Из последнего я работала над Call of Duty и сейчас работаю над неанонсированным проектом в компании Oval Cat. Он, кстати, будет классным. Арсений, спасибо, приятно быть частью этого выпуска. Ну что ж, давайте посмотрим на локации. Dead Space сочетает в своих локациях гиггеровскую биомеханику с готической архитектурой. Гиггер — это вот этот вот парень. Он в свое время участвовал в создании Чужого. А готика давно закрепилась в умах людей как что-то мрачное, связанное со смертью и опасными мистическими созданиями. Готические храмы намеренно создавались таким образом, чтобы человек почувствовал себя ничтожно маленьким по сравнению с высшими силами. Это написано в каждом учебнике по архитектуре. Высокие своды создают парадоксальное ощущение тяжести над головой. На тебя давит сам воздух. И оба эти стиля не стесняются использовать сенсорную перегрузку деталями для создания ощущения дезориентации и нарушения восприятия реальности. Их сочетание дает нам потрясающие виды на локациях Dead Space. Особую роль тут играет большое количество негативного пространства. Это не только плохо освещенные области над головой, но и вот эти отверстия в конструкциях, через которые легко может пролезть какой-нибудь юркий биоморф. Коридоры тебя не защищают, они сковывают твое передвижение. В любой момент на тебя выскочит монстр, а бежать тебе некуда. А вот в коридорах The Callisto Protocol мне достаточно уютно. Локация легко считывается, а формы элементов простые и понятные. Вот есть ниша в стене, но она замкнутая, бояться нечего. А вот тут много негативного пространства. Но оно легко просматривается, и угроза далеко. И вот еще пример того, как это может работать наоборот. Сетка этой решетки слишком мелкая. Она позволяет тебе видеть, что за ней, но не дает на тебя напасть. Тут нет острых углов, сложных ломаных форм или непредсказуемой топологии. Как мне почувствовать себя уязвимой, когда со всех сторон меня прикрывают прочные стены? Получается, что я в хорошо укрепленном бункере. Кажется, никто из вас не понял. И меня с вами заперли. Все, хватит! Это вас заперли со мной! Я считаю, что в The Callisto Protocol очень много удачных визуальных решений. Детализированное, технически хорошо выполненное окружение с интересным дизайном. Но оно лучше бы работало на проекте другого жанра. Например, в шутере. Освещенные широкие помещения, укрытия, фланговые пути. Это все прекрасно работает для геймплея с большим количеством динамических боев, но снижает напряжение. Я думаю, что окружение The Callisto Protocol просто не дотягивает до той высокой планки хоррорности, которую когда-то задал Dead Space. В итоге, после прохождения The Callisto Protocol у тебя не остается в голове каких-либо запоминающихся образов. Без монстров игра перестает тебя пугать. И это самое страшное. Каламбур. В Dead Space же некроморфов я боялся меньше, чем саму станцию Ишимура. Потому что игровая механика монстров мне понятна.
А вот Ишимуры нет. Ого, ты дошел до самого конца. Спасибо тебе большое, мужчина или женщина. Шучу. В общем, надеюсь, вам понравился этот выпуск. Буду ждать ваших комментариев. Мне интересно ваше мнение, потому что продолжаю экспериментировать с форматами. Но мне очень понравился вот этот формат коллаборации с другим специалистом, за что огромнейшее спасибо Оле Сорокиной. Она нашла время, поделилась своим видением. Подписывайтесь на нее в соцсетях, она прекрасный артист и специалист. Я же в свою очередь призываю вас подписаться на мой телеграм-канал, где я выпускаю подобные разборы, но в более упрощенном виде и намного чаще. Буду вас ждать. Играйте в хорошие игры и смотрите отличное кино.